Всех приветствую на своем канале. Сегодня я вам хочу показать, как я сплела и установила вот такую вот красивую функциональную трехъярусную фруктовницу. Итак, смотрим видео подробно. Плетем подставку под фрукты. Я предварительно накрасила самоваренной варилочкой трубочки. Это из полосы 7 сантиметров. Бумага нарезанная 7 сантиметров. Накрученные полосы, покрашенные самоваренной морилкой. Потом я их обработала. Дюфа плюс вода. Увлажнила ночью. Они у меня ночью отлежались. И вот можно ими уже плести. Значит, у трубочек, которые окрашены самоваренной морилкой, у них потом вот такой вот кончик, видите, такой поджаренный. Я его срезаю. Сейчас я вам покажу, как я это делаю. Совсем немножечко там. Буквально, смотрите, вот. Просто, чтобы вот это вот аккуратно у нас потом был край. Вот так вот я срезаю их. Я вам не буду каждый раз показывать, как я срезаю в видео, чтобы не отнимать время. Ну вот они у меня уже все подготовленные, подрезанные. Значит, начинаем плести. Донышко, для донышка я взяла у нас 4 по 4 пары стоечки. Значит, смотрите, как мы поступаем. И всего стоечек я взяла, получается, 8 трубочек возьмите. Посерединке я вот так вот проминаю, так вот, это вот так вот, где-то 10 сантиметров. Все мы так промнем по центру, так вот слегка. И эти тоже. Так вот прям не бойтесь, их приминайте к столу там, или я не знаю, чем вы можете придавить. Так вот примнули. Теперь мы будем переплетать. Значит, 8 в эту сторону, 8 в эту сторону. Смотрите, берем по 2 вот так. И двумя сейчас будем переплетать. Так, сюда. Сюда. Выравниваем. Эти пойдут у нас 2 парочки сюда. Конечно, сперва, пока мы выстроим, немножечко это все будет разбегаться в стороны. Можно тут же их приминать. Так. Итак, поступаем дальше. Переплетаем. С донышко будет красивое, такое плетеное. Переплетенные. Все плотненько прижимаем. Ну, стараемся выдерживать края, чтобы были ровные. Приминаем. Тут они будут держаться друг за дружку. Они будут выскакивать. Так, раз, два, три, ага, 4 в эту сторону уже есть. Теперь в эту 4 по 2. Так, переплетаем.
переплетаем. Еще осталось нам 2 стойчики уложить. Будет наше красивое донышко. Так, все поправляем, подтягиваем. Можно так вот, я шилом придавлю, чтобы оно зафиксировалось. Хорошо, так плотно, можете пальцами, чем вам удобно. Придавили. Так, есть. Берем 2 трубочки. Я вам сейчас покажу, как я смазываю, а потом уже не буду, наверное, в кадр, чтобы не влетать этими трубочками. Вот. Обрезаем там, где скрутка у одной трубочки. Вот, вторую мы переворачиваем и широкий край ставим капочку клея. Вот мой полимерный клей. И я ставлю сюда внутрь капочку клея. Вот. И наращиваем. Не наращиваем, мы делаем петельку для... Вот мы начнем работу. Вот. Петелечка наша. И идем оплетать. Оплетать. Поправили наши стойчики, если где они там разбежались в стороны. И оплетаем. Сперва мы все вместе их проплетем парочку рядов, чтобы их в кучку собрать. Все, работаем. Накрыли этой трубочкой, вот это вот под стоечки. Расправили внизу. Накрыли под низ. Так мы 2 ряда проплетем. Здесь я буду уже наращивать. Я несколько трубочек сейчас клеем намажу, чтобы это у нас побыстрее было. Так, наращиваем. И вот подкручиваем. Так, села трубочка, поправили наше плетение и плетем дальше. Здесь тоже надо нарастить трубочку.
Все, 2 ряда мы проплели. Сейчас будем разделять наши стоечки. Еще все внимательно мы. Все внимательно мы просмотрим, поправим. Все. И теперь будем разделять стоечки по 2. Вот так вот. Шило я беру, и мои стоечки прекрасно разделяются шилом. Так, по 2 пошли теперь оплетать. Берем за 2 уже. Сейчас пока в руки возьму, тут все будет так мелко, мне так легче будет. И вот так, смотрите, как я делаю. Стоечки поднимаю, под них завожу. Этими пальчиками расправляю. Вот так. И так примерно их равномерно распределить нужно. Все, сейчас я буду наращивать трубочку. Смотрю, чтобы она была за стойкой. Подрезаю и наращиваю. Я заранее уже все прокапала клеем. Ну как все? Штучек 10 так. Потому что тоже клей подсыхает. И сейчас эти тоже разделим стоечки. Так, эту тоже надо уже нарастить со стойками. Поправляем, чтобы наше плетение было ровненьким. Конечно, этот первый ряд все так близенько, не очень удобно. Но потом пойдет полегче уже. Первый аккуратненько все держим, фиксируем и расправляем примерно одинаково. Итак, еще нам надо эту сторону проплести, распиляя стойки. Так, один проплели ряд. Так, следующий ряд плетем. Вообще, прежде чем плести следующий ряд, я обозначу сейчас, что это у нас начало. Вот, смотрите, я опять же ставлю булавочку. И будем знать, что это у нас начало и окончание ряда. Просто в стойку я ставлю, и потом мне видно, что тут уже ряд у меня заканчивается. Так, это называется плетение у нас. Сейчас я наращу. Плетение веревочка. Веревочка из 2 трубочек. Так, наращиваем. Наращиваем, вкручивая трубочку. Она уже у нас смазана клеем. Обязательно про клей не забывайте. Иначе все будет у вас хлипко. Нам нужно, чтобы все было надежненько. Так, все. Теперь мы по кругу оплетаем все наши стоечки веревочкой из 2. И следим, чтобы наши стоечки вот равномерно расходились лучиками, примерно одним и тем же расстоянием, чтобы это все было.
То есть таких подносиков нам нужно 3 штучки. Я запланировала трехъярусную фруктницу, подставку для фруктов. Вот, все расправляем. Сейчас я вам покажу. Вот одну я уже сплела. Вот точно так же донышко здесь, видите? И сейчас у нас идет веревочка из двух. Вот мы проплетаем сейчас с вами самостоятельно веревочку из двух. Вот смотрите, сколько нужно проплести. 6 сантиметров. 6 сантиметров. Потом у нас, я покажу, как мы перейдем в немножко другое плетение. Вот сейчас 6 сантиметров веревочку из двух плетем. Смотрите, значит, такой важный момент еще, очень важный. Наша подставка состоит из 3 вот таких вот корзиночек. И они, как видите, покатой такой формы. Предварительно вы себе подготовьте форму, вот и размером, чтобы она и вот покатости, как вот вам понравится, какую вы вот выберете. Я выбрала обычный свой казан. Я его пакетом накрыла и скотчем обязательно проклеила, для того, чтобы мне было удобно на нем и плести, и потом я на ней же на форме грунтую. Значит, смотрите, не 6 сантиметров проплетаем, а 4. Вот я 4 сейчас проплела, и сейчас мне надо установить на форму. Вот это важный момент, я его чуть вам не упустила. Вот выставляем строго по центру. Берем скотч. Смотрите, как я делаю. Значит, беру какую-то часть я липкой оставляю. А вот буквально то, что в серединочке размером, вот этот вот размер, я его сейчас загну пополам, чтобы он нам не был липким. И мы наше плетение должны посадить на форму. Значит, выставляем ровненько. И хрест-навхрест я его присажу на форму. Так, вот здесь. Смотрите, я просто приклеиваю. Но вот здесь у меня идет уже сложенный скотч. Так, выставим обязательно. Ровненько выставим. И вот на эту сторону я зафиксирую. И еще в одном месте я, хрест-навхрест делаю, чтобы это было надежно. Точно так же поступаем. Серединочку подгибаю. И на серединочке вот так. Так, выставляем еще смотрим ровненько. Все, подклеили. Сейчас на зафиксированной форме еще проплести веревочкой из двух еще 2 сантиметра. Вот у нас 4 сантиметра уже проплетено, еще 2, 6 сантиметров, чтобы у нас было. Но не забываем вот так вот по форме выставлять, подгибать вот так вот наши стоечки, вот так вот к форме, и оплетаем уже форму. Так, смотрите, мы проплели 6 сантиметров. Теперь нужно нам нужно перейти на веревочку из 3. Значит, 2 трубочки у нас есть рабочие. Вот одна
вторая, третья. И вот от этой стоечки у нас начало ряда, у нас ничего, никакие не выходят трубочки для работы. И вот туда под низ, вот под эти стоечки между, вот, мы заправим одну трубочку для плетения, чтобы у нас уже в работе пошло 3 трубочки. Значит, смотрите, я там, где широкий край, где мы клей влияем, я там подогнула, и вот аккуратненько мы заправляем туда нашу трубочку. Маленький кармашек сделаем сейчас, чтобы это нам легко вошло. Вот туда мы заправляем нашу трубочку. Вот она вошла. И теперь смотрите, веревочка из 3. Берем первую, отсчитываем 1 стойка, 2 стойка, за 3 заводим. Берем вот эту трубочку, отсчитываем 1 стойка, 2 стойка, за 3 заводим. Опять же берем 1, 2 стойка, за 3 заводим. 1, 2, за 3 заводим. Вот наше плетение, веревочка из 3. 1 стойка, 2 стойка, за 3 заводим. Сейчас я наращивать буду. Наращиваем. И опять смотрим, плетем. Вот наша рабочая трубочка. Подгибаем стоечки, считаем 1 стойка, 2 стойка, за 3 заводим. 1 стойка, 2 стойка, за 3 заводим. И так проплетаем 2 ряда. Сейчас в конце первого ряда я вам покажу, как я соединяю ряд, потому что там, чтобы красиво получилось, надо его состыковать. Подходим к началу ряда. Смотрите, я вам сейчас вот так вот зафиксирую. Вот так. Смотрите, значит, вот наши, заканчиваем мы ряд, вот наш, здесь мы наращивали стоечку нашу, вот эту вот, допустим, эти у нас были, да, вот эту мы здесь наращивали. И смотрим, 1, 2, 3, она у нас 3. Вот это вот это должна сейчас выйти отсюда. Значит, вот сейчас мы начинаем, смотрите, каким образом. Вот берем верхнюю, да, нашу вот верхнюю, и заводим за 1, 2 сюда, и оставляем, не выводим ее, не выводим вот сюда, вот там ее пока оставляем. Затем вот эту вот вторую точно так же 1, 2 и оставляем ее так. И наша вот эта вот, она отсюда вот выходила, она с первой, да, вот мы должны ее туда же заправить. 1, 2, вот сюда мы ее заправили. Теперь только мы выводим вот так наверх, для того, чтобы сделать второй ряд. И смотрите, у нас совпало. Веревочка из 3 у нас аккуратненько, без всяких птичек, у нас все совпало. И все, теперь мы продолжаем плести веревочку из 3, второй ряд. Сейчас мне надо уже нарастить. И плетем еще один ряд, и точно так же мы закроем. А потом еще встретимся. Так, закончили мы второй ряд и соединяем точно так же, чтобы у нас веревочка из 3 совпала. Значит, смотрите, 1, 2, 3 стоечки, и наша вот эта вот последняя, я ее не нарастила, потому что она уже у нас уже будет заходить за плетение, прятаться, и не буду я уже ей работать. У меня по плану сейчас будет ситец с 2 трубочками. Значит, смотрите, закрываем нашу вот эту вот за одну заводим, эту за вторую заводим, не выводя из-за стоечки, и эту тоже. Ну, я ее вот так вот здесь вот оставлю, смотрите, а эти вывожу сюда. Вот, и сейчас у нас
по плану ситец пойдет. Но перед ситцем я здесь сейчас буду все стоечки наращивать. Все стоечки по нашему изделию я наращу. Значит, этот хвостик мы припрячем туда, можно туда клей, и так вот его запрятать, этот хвостик. Смотрите. Вот он как у нас здесь за трубочками. Я его спрячу. Так. Так, сейчас с вами наращиваем стоечки. И, в общем, их будет по 3. Здесь у нас было 2, по 2, а сейчас будет по 3. Наращиваем. Наращиваем, значит, мы трубочки. Эти стоечки мы все должны вот подрезать на уголочек, чтобы нам повставлять новые стоечки. Смотрите, вот так вот я обрезаю. Где вот мне, я вижу, покомфортнее будет. Там я ее подрезаю. И потом промазанную, ну, кончик, широкий край, мы капаем клей и вставляем, вкручивая, вставляем нашу трубочку аккуратненько. Вкручиваем. Так, все село. И еще нам нужно третью стоечку добавить. Значит, я беру эти 2 стоечки, шилом аккуратненько раздвигаю. Значит, нашу широкий край, где трубочку, беру немножечко, отступая сантиметра 1,5, вот там, чтобы то мягенькая, вот то мягенькая часть, чтобы ее срезать. Вот так вот чуть-чуть на уголочек, вот таким образом я подрезаю и вставляю между этих 2 трубочек. Это будет наша третья стоечка. И смотрите, как я поступаю. Беру коктейльные трубочки. Так как у нас потом идет красивая загибочка, и она делается влажными стоечками. И чтобы не потеряли наши стоечки, вот такая вот загибка у нас. Вот видите, вот она. Такая вот будет загибка. И чтобы наши трубочки, стойки, мы ими же будем, вот стоечками я буду делать эту загибку. Я на каждую стойку одеваю коктейльную трубочку. Вот так. Вот так. Так я одела. И так вот, когда я буду плести, я вот потихонечку буду отодвигать, чтобы не по трубочкам оплетать, а вот немножечко отодвигаю постоянно. А на край я прищепочкой, вот там вот с краю, вот прищепочкой я зафиксировала, чтобы мои трубочки, так как они, вот эти краешек я зафиксировала. Вон. Ага, и еще такой момент, смотрите, так как эти трубочки будут длинненькие, и на столе нам нужно возвышенной, чтобы удобно было плести. Я еще под низ положила мисочку, и вот этот вот, как на него говорят, круг здоровья, я уже на нем буду оплетать, он крутится хорошо, и удобненько на нем плести, вот так вот он подвижный. Вот, а чтобы нам трубочки наши не касались, я их на возвышенность, на мисочку такую поставила и буду сейчас уже плести. Значит, стоечки самостоятельно все мы нарастим. На кончик одеваем обязательно коктейльные трубочки и фиксируем прищепочкой, чтобы нам это все не слетало, так как у нас изделие вверх ногами плетется. Но не забываем переставить нашу начало ряда булавочку. Я ее уже поверху здесь оставила. Где вам удобно, поставьте, чтобы мы знали, где у нас заканчивается и начинается ряд. Все, одеваем стоечки. Так, после того, как все стоечки у нас нарастили, мы все стоечки, укрыли их коктейльными трубочками, мы из 2 рабочих трубочек плетем дальше ситец. Ситец, значит, одна
у нас идет над, следующая под. Значит, эта трубочка у нас над, под, а это наоборот. И у нас таким образом получается ситцевое плетение из двух трубочек. Так, нам нужно проплести так 5,5 сантиметров. Вы, конечно, смотрите по своей форме. Вот заданная вами форма, вы будете делать свой размер у вас будет. Вы, главное, чтобы сплели 3 одинаковые корзиночки, вот эти, из которых мы потом соберем фруктовницу. Значит, теперь самостоятельно нам нужно проплести вот сюда, вот подгибая, не забывая подгибать всегда с нашей стоечки, наклоняя их по форме, 5,5 сантиметров. Каждый раз, когда мы будем подходить к плетению, мы приопускаем немножечко наши трубочки, освобождая вот этот вот край. Не плетем по трубочкам, коктейльным я имею в виду, по коктейльным трубочкам, а каждый раз их отодвигая. Вот, проплетаем здесь 5,5 сантиметров. У меня такой размер. Так, ситцем я проплела 5,5 сантиметров моих запланированных. Вот 5,5 сантиметров до плетения вот этого вот другого уже плетения. Вот. Теперь я опять же перехожу на веревочку из 3. Вот начало и заканчивание ряда, вот этот вот. Сюда я опять же таким же образом вставила еще 3-ю трубочку, ну, с той стороны так же самое, как мы там делали это. Ну вот смотрите, я вам покажу. Вот так вставила я ее, все. И перейдем веревочку из 3. Так, берем первую трубочку, 1, 2 стоечка, за 3-ю стоечку, следующую, за 3-ю. Мы уже плели с вами веревочку из 3. Вот. И опять же у меня запланировано сплести еще 2 ряда. 2 ряда я плету веревочку из 3. Итак, встретимся через 2 ряда. Сплели мы 2 ряда веревочки из 3, закрыли по узору. И каждую трубочку подрезали за стоечками. 1, 2 и 3. Сделали шилом небольшой кармашек. Вот капаем туда немножечко клея. И просто заправляем этот хвостик. Он никуда не денется. Вот там прогрунтуем. Оно все так и будет нам красиво там. Так, приподнимаем немножечко наши стоечки, трубочки. Точно так же здесь я поступаю. Смотрите, шилом делаю небольшой кармашек. Капаем туда немножечко клея, ПВА обычного нашего. Заправляю. Просто не боюсь туда и попрячу этот хвостик. Плетение поглубже надо. И точно так же 3-й я поступаю. Так, мы закончим наше изделие. И этот хвостик поправим туда. Так, затем мы берем линейку. Я помню, что у меня первая вазочка была 7,5 сантиметров. Я также и эту буду соблюдать. Вот смотрите, 7,5 сантиметров. От стола к концу плетения. И так я проверяю все наше изделие, чтобы было у нас везде одинаково. Прокручиваю его. Прокручиваю я полностью по всему, все изделие проверяю. Если где-то больше или меньше, я могу приопустить, если больше. Если меньше, я могу немножечко расправить изделие. В общем, надо, чтобы оно было ровное. От стола к
краю изделия. Вот. Так, и теперь наша загибочка. Так, итак, загибка. Снимаем с одной, вот это вот будет у нас тройная стоечка, снимаем с нее наши коктейльные трубочки, заводим за, вот плавненько, вот так вот придерживая, чтобы у нас здесь изгиб был такой мягкий, без заломчиков стараемся. Заводим за одну и подравниваем, смотрим, чтобы у нас вот здесь вот дуга была одинаковая, будем стараться везде. Значит, за одну мы заводим, перед второй стоечкой мы будем наши трубочки укладывать под, вот смотрите, вот один ряд у нас веревочка из 3, второй ряд веревочка из 3. Мы их пропускаем, и вот у нас пошел ситец 1, 2, 3. Вот за первый, за второй и за третий мы будем прятать одну, вторую и третью. Соответственно, мы выставили вот здесь вот нашу дугу, вот аккуратно, чтобы ровненько, вот. И мы теперь подрезаем, значит, первую на полсантиметра ниже, чем первая наша ситца, потом вторую еще полсантиметра и еще. Так, теперь придерживая, чуть-чуть отодвигаем. И вот они наши места будут, куда мы будем. Сюда немножечко клея. 1, 2, во все 3 места наших. 3 кармашка. Отодвигаем немножко. Забираем один хвостик. И его туда прячем. Прячем под плетение. Наш клей, не боимся, он потом исчезнет. Не будет ничего видно. Так, аккуратненько пододвигаем. Следующее берем. Тоже туда. Под плетение. Придавили. Накрыли. Опять же под плетение. И прячем. Придавили. Аккуратно спрятали. Накрываем. Вот. Поправим еще раз. Ну, конечно, можете взять себе на коленки это все и положить так, как удобно вам, чтобы видно вам было. Я для того, чтобы видео снять, конечно, сейчас мне некомфортно. Так, еще одну покажу вам, один завиточек. Значит, снимаем наши коктейльные трубочки. И вот так вот плавненько заводим за одну стоечку. Вот. Здесь тоже немножечко поправим, чтобы у нас волна легла ровненько. Вот и соблюдаем такое же расстояние, стараемся, как вот здесь, чтобы у нас и здесь уже было одинаковое расстояние. Вот, укладываем сюда, первая стойка перед второй стойкой, за одну заводим перед, так, и опять же высчитываем, поправим, опять же высчитываем, у нас идут 2 ряда веревочка из 3, и пошел ситец, 1, 2, 3, вот. Под них мы и подрезаем. Ниже, чем первый ситцевый ряд, мы на полсантиметра на уголочек. Ну, небольшой уголочек. Вторую еще ниже. Тоже на полсантиметра или 0,7, я бы сказала. Вот. И опять убираем так немножко в сторону. Вот здесь вот будут входить наши трубочки. Туда же мы и капаем наш клей. Так. Первую заводим. Под нее.
видно, не видно. Под нее поправляем. Поправляем и накрываем. Ой, аккуратнее надо. Шило все-таки. Потом заводим. Конечно, на коленках удобнее это делать. Поправляем под нее и поправляем. Сейчас я вам вот показала немного. И потом вы самостоятельно уже заправите. И так все трубочки. Принцип я вам показала. Вот. Но мы не сразу все снимем стоечки, а вот вы работаете, и вот надо вам сейчас уже этими работать, делать эту загибочку. Вот вы снимаете. Не так, чтобы вы сейчас все сняли стоечки наши, а по одному снимаем. Одну тройную стоечку снимаем, и ею уже пошли работать. Вот так поправляем. И сюда заправим. Ну, сейчас я уже без вас возьму себе на коленочки. Это все мне будет так удобнее. И заправьте так все. Встретимся, когда нам надо будет последнюю. Я вам покажу, как мы это все завершим. Так, вот мы все уже стоечки в загибку заправили. Теперь у нас идет последняя. Я хочу вам показать. Тут, в принципе, все по узору. Ничего такого, если вникнуть, сложного нет. Берем опять же так вот, как нам дугой оно должно смотреть, красивенько загнули, да, наши стоечки. Потом под вот эти вот выводим их все три. Вот, поправляем, чтобы у нас все было опять же одинаково. Все, вот мы и закрыли. Заправлять я вам не буду показывать, сейчас время тратить. Точно так же заправляем мы эти хвостики. И вот наша, получается, загибочка готова. Значит, теперь не снимая, ну вот это я закрою, конечно, вот самостоятельно. И вы тоже закроете. Не снимая, смотрите, я не сняла скотч. Изделие отправляю грунтовать. Я его прогрунтую грунтовкой. Полностью вот оно высохнет. Хорошо мочу я грунтовочкой, так и не жалею, поливаю. Прямо капельки стекают у меня. Мне есть в предыдущем видео, как я грунтую. Я не буду повторять, как я грунтую, по-моему. Там и все понятно. Нанесла грунтовочку. Высыхать она будет сутки. И так надо нам сделать вот таких вот 3 штучки. Сплести 3 таких корзиночки. И потом мы будем собирать это все в трехъярусную фруктовницу. Так, вот моя подставка под фрукты готова. Сейчас я расскажу, как после того, как мы сплели, что мы делали. Мы, значит, на форме оставляли каждую из корзинок и ее грунтовали. После грунтования и полного высыхания через сутки мы снимали с формы, скрывали лаком. Так поступали со всеми 3 корзиночками. Потом в строительном магазине я приобрела такую вот цепь. Так, 2 миллиметра, ланцюг нержавеющий, короткий, 2,5 метра. Но у меня осталось еще где-то с метр у меня осталось. Вот пишется, что она выдерживает 125 килограмм. Приобрела в эпицентре по скидке еще как раз она была. Скидочка что-то, и она получилась 150 гривен, эта цепочка. Я отмерила нужную мне длину цепей. Вверху в шкафу мне муж просверлил отверстия. Оттуда хомутиками я подцепила наши цепи. Значит, к корзинке, как я сделала, к корзинке, я взяла вот такие полукольца. Это фурнитура для сумок. Они более-менее, вот здесь вот я их выгибала и вставляла
плоскогубцами я так выгибала их и вставляла ровно, разместила на 3 цепи у меня, на 3 крепления. И ровненько я их повставляла и отсчитывала одинаковое расстояние везде, чтобы же это нам не перекосилось, ровненько висела. И вот так вот я их туда вставляла и крепила. Так, все, в общем-то, просто. Вот. Выдерживает она очень хорошо. Уже испытано. Вот можно много туда всего фруктов положить. И она достаточно, ну, красиво. Мне понравилась эта идея. И она под мой дизайн, под интерьер подходит очень хорошо. Вот. Кому, если интересно, пожалуйста, делайте. Смотрите мои видео подробно. Буду рада еще для вас снимать.